Глава 2421. Знаки души. После недолгого раздумья его губы внезапно несколько раз дрогнули. Его голос мгновенно зазвенел в ушах ледяного феникса, который находился за 1000 километров, и, хотя это была всего лишь короткая передача голоса, на ее лице немедленно появилось восторженное выражение. Шестикрылая ледяная сороконожка сразу же почувствовала, что происходит, и спросила: «Что происходит? Кто это с тобой общается?» «Товарищ даосист Хань зовет меня из ядра формирования прямо впереди. Не хотели бы вы пойти со мной, чтобы увидеть его?» — спросил ледяной феникс с улыбкой. Выражение лица шестикрылой ледяной сороконожки резко изменилось, когда она услышала это. «Что? Он тот, кто охраняет это ядро формирования. И что? Ты пойдешь со мной или нет?» — спросил ледяной феникс. «Если бы я пошел с тобой, кто бы присматривал за этой формирующей пластиной? Если ты хочешь увидеть его, то иди сам», — холодным голосом ответила шестикрылая ледяная сороконожка. «Брат Хан попросил меня передать тебе послание. Если ты хочешь умереть, то оставайся здесь, но если ты хочешь жить, то пойдем со мной, чтобы увидеть его. Что касается этого истинного духа, он разберется с ним, если ему удастся вырваться из этого образования», — сказал ледяной феникс. Услышав это, на лице шестикрылой ледяной сороконожки появилось холодное выражение. Что он имеет в виду под этим? Это должно быть угрозой. «Я уже передал сообщение. Вам решать, верите вы в это или нет», — сказал ледяной феникс, прежде чем улететь в виде полоски света. Шестикрылая ледяная сороконожка не пыталась остановить ее, но он смотрел на нее с нерешительным выражением, и через долгое время он стиснул зубы и сказал: «Хорошо, раз ты меня уже видела, я пойду и встречу тебя. В любом случае, я тоже продвинулся до стадии Великого Вознесения, так что мне не нужно тебя бояться». Как только его голос затих, на его спине появились 3 пары прозрачных крыльев, и он улетел в виде шара полупрозрачного света, оставив формацию белого света внизу без присмотра. Без шестикрылой ледяной многоножки, возглавлявшей строй, он сразу же слегка потускнел и, казалось, потерял около 30% своей мощности. Гигантская фигура внутри формации мгновенно заметила это и начала бороться еще яростнее, заставляя всю формацию дрожать и дрожать. «Брат Хань, так приятно видеть тебя здесь», — восторженно сказала ледяной феникс, появляясь над алтарем. В соответствии с инструкциями Хань Ли, охранники, окружающие алтарь, не сделали никаких попыток остановить ее и продолжали стоять на месте. В этот момент Хань Ли уже поднялся на ноги и, улыбнувшись, сказал: «Давно не виделись, товарищ даосский ледяной феникс, ваша база культивирования значительно улучшилась. Как и ожидалось, ваше телосложение ледяного феникса действительно замечательное». «Конечно, ты шутишь, брат Хань, мое улучшение — ничто по сравнению с твоим. Даже во время моего путешествия я много слышала о твоих впечатляющих подвигах», — сказала ледяная феникс с улыбкой, медленно спускаясь сверху и приземляясь перед Хань Ли. «Я бы предпочел не заслужить такой репутации. В противном случае никто не стал бы искать меня, чтобы сделать что-то настолько опасное. А шестикрылая ледяная сороконожка тоже приближается. Подождите минутку, пока я поговорю с ним», — сказал Хань Ли, устремив взгляд вдаль, в его глазах вспыхнул синий свет. Ледяной феникс не возражала против этого, но на ее лице появилось настороженное выражение, когда она предупредила: «Будь осторожен, брат Хан, шестикрылая ледяная многоножка стала довольно могущественной после достижения стадии Великого Вознесения. В частности, он обладает определенной техникой передвижения, которая позволила нам даже на некоторое время обогнать этого истинного бессмертного». Услышав это, на лице Хань Ли появилось заинтригованное выражение. «Ой, техника движения, которая может обогнать даже истинного бессмертного. Я хотел бы увидеть это сам, если это возможно». Прямо в этот момент издалека выстрелил шар полупрозрачного света, и стражники вокруг алтаря немедленно начали готовиться к битве, только чтобы Хань Ли заверил их, что это был союзник, а не враг. Таким образом, шестикрылая ледяная сороконожка также появилась над алтарем с мрачным выражением лица, а затем сказала: «Если ты хотел меня видеть, почему ты не пришел ко мне? Ты действительно думаешь, что я поверю твоей безосновательной угрозе? Если ты мне не поверил, то почему последовал сюда за товарищем даосским ледяным фениксом?» — возразил Хань Ли. Ты сказал, что готов позаботиться об этом истинном духе, так зачем мне продолжать тянуть с этим ради тебя? Я хочу посмотреть, действительно ли ты так силен, как утверждают все слухи», — холодно пробурчала шестикрылая ледяная сороконожка в ответ. «Это так? Ты, кажется, очень уверен, что я ничего не смогу с тобой сделать. Ты забыла о силе сокращения крови, которую я вложил в твое тело?» — спросил Хань Ли, слегка прищурив глаза. «Хе-хе, я бы опасался этой силы контракта крови, если бы я еще не достиг стадии Великого Вознесения, но теперь, когда наши базы культивирования сравнимы друг с другом, эта сила никоим образом не сможет повлиять на меня», — сказал шестикрылый ледяной сороконожка.
Ты действительно стал очень уверенным в себе после того, как стал существом великой стадии Вознесения. Однако я боюсь, что вы неправильно оценили ситуацию, сказал Ханли. Как так? Спросила шестикрылая ледяная сороконожка с совершенно неубедительным выражением лица. Я все еще могу легко подчинить тебя, используя силу кровавого контракта. Как только голос Ханли затих, он тут же сделал ручную печать, и в его глазах вспыхнул яркий синий свет, как будто его зрачки превратились в пару миниатюрных голубых солнц. В то же время порыв огромного духовного чувства нахлынул на шестикрылую ледяную многоножку, которая была весьма встревожена таким поворотом событий. Он немедленно выстрелил в ответ, отступая, готовясь применить секретную технику в отместку, но прямо в этот момент Ханли холодно хмыкнул. Звук был не очень громким, но шестикрылая ледяная сороконожка почувствовала, как будто раскат грома взорвался прямо в его сознании, заставив его слегка пошатнуться во время отступления, и этой доли секунды задержки было достаточно, чтобы духовное чувство Ханли полностью затопило его. В то же время Ханли произнес слово «ограничить», и шестикрылая ледяная многоножка почувствовала, как будто определенная точка его сознания взорвалась, мгновенно посылая своеобразные энергетические колебания, распространяющиеся по всему его телу. В результате его тело было полностью онемевшим и обездвиженным. Шестикрылая ледяная многоножка даже не успела ничего сказать, как его рот и язык тоже полностью онемели, и он мог только беспомощно смотреть на происходящее с выражением ужаса на лице. Только тогда Ханли неторопливо снял печать с руки, и в этот момент ледяной феникс был уже полностью ошеломлен. Она знала, что шестикрылая ледяная сороконожка определенно не могла сравниться с Ханли, но никогда не думала, что Ханли сможет ограничить его, даже не сражаясь с ним. «Как ты это сделал, брат Хань?» Не удержалась она от восклицания. Он совершил серьезную ошибку, недооценив ограничительную силу контракта крови, и он думал, что это не сможет повлиять на него сейчас, когда он также находится на стадии Великого Вознесения. Вообще говоря, это было бы правильно, но он не мог бы ошибаться больше, если бы думал, что это общее правило применимо ко мне, ответил Ханли со слабой улыбкой, намеренно воздерживаясь от упоминания о том, что это было результатом того, что его духовное чувство было в несколько раз сильнее, чем у шестикрылой ледяной сороконожки. Ледяной феникс могла сказать, что Ханли утаивает некоторые детали, но она знала, что было бы неразумно задавать дальнейшие вопросы. Внезапно Ханли спросил: «Я слышал, что вас двоих преследовал этот истинно бессмертный все это время. Как вы оказались в такой ситуации?» Это долгая история, которая началась еще тогда, когда шестикрылая ледяная сороконожка похитила меня в первозданном мире. Ледяной феникс провел пересчет, чтобы ответить на вопрос Ханли. Таким образом, шестикрылая ледяная сороконожка и я столкнулись с Миндзуном и другими и были вынуждены снова действовать как приманки. Итак, этот истинный бессмертный хотел взять вас и шестикрылую ледяную сороконожку в качестве своих духовных слуг, и он преследовал вас двоих, потому что его спровоцировала шестикрылая ледяная сороконожка. Вдобавок ко всему, он установил в ваших телах какой-то знак, который позволяет ему выслеживать вас независимо от того, как далеко вы находитесь, это верно?» Подтвердил Ханли. «Это верно. Шестикрылая ледяная сороконожка и я неоднократно исследовали наше собственное тело, но не смогли найти никаких следов, поэтому мы предположили, что следы, скорее всего, были оставлены на наших душах, полностью ускользнув от нашего обнаружения», ответил ледяной феникс с кривой улыбкой. «В таком случае, возможно, я мог бы вам помочь», внезапно сказал Ханли с улыбкой. Восторженный взгляд, смешанный с намеком на недоверие, появился на лице ледяного феникса, услышав это. Действительно. Мы консультировались об этом с Миндзунем ранее, и даже он ничего не смог сделать. Метка должна была быть нанесена в спешке, поэтому, даже если это бессмертная техника, это не будет какой-то глубокой секретной техникой. Он, скорее всего, смог сделать это, только опираясь на свое мощное духовное чутье. Как таковой, я должен быть в состоянии стереть метку до тех пор, пока мое духовное чувство не будет слишком сильно уступать его. «Если ты мне доверяешь, я могу попробовать прямо сейчас», — спокойно ответил Ханли. «Я был бы более чем готов принять твою помощь, брат Хань, пожалуйста, продолжай», — без колебаний сказал ледяной феникс. «Хорошо, открой мне свой разум и не отвергай мое духовное чувство», — сказал Ханли, указывая пальцем на ледяного феникса. Глава 2422. Убийство оленя Ян. Часть 1. Ледяной феникс немедленно согласилась, затем закрыла глаза и вошла в спокойное состояние, открыв свой разум Ханли. Тонкая полупрозрачная нить вырвалась из кончика вытянутого пальца Ханли, и полупрозрачная нить немедленно рванулась вперед, зарывшись передней половиной в глобеллу ледяного феникса. Выражение лица ледяного феникса оставалось спокойным, не выказывая никакой реакции на это. Тем временем в глазах Ханли снова вспыхнул синий свет, и его палец начал слегка двигаться, заставляя полупрозрачную нить также непрерывно дрожать.
Внезапно его брови слегка нахмурились, когда он сделал ручную печать, и полупрозрачная нить внезапно начала светиться белым светом, который быстро становился все ярче и ярче, и она также начала дрожать все сильнее. Примерно через 15 минут на ледяном фениксе появился немного болезненный взгляд, и она, казалось, с чем-то боролась. Прямо в этот момент она невольно вскрикнула, когда ее глаза распахнулись, и прозрачная нить, вставленная в ее глабеллу, мгновенно разлетелась на куски. В этот момент она была полностью мокрой от пота, как будто ее только что окунули в воду. Ее глаза были довольно рассеянными, и она, казалось, еще не полностью пришла в сознание. При виде этого на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, и он взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить вспышку лазурного света. Как только лазурный свет соприкоснулся с телом ледяного феникса, она сразу же вздрогнула, и ее глаза быстро сфокусировались. «Исследуй свою душу и посмотри, есть ли какая-то разница с прежней», неторопливо проинструктировал Хань Ли. Ледяной феникс поспешно сделала, как ей было сказано, и на ее лице быстро появилось восторженное выражение. «Спасибо тебе за помощь, брат Хан. Я не могу указать на что-то конкретное, но я чувствую, что лишняя часть моей души, которая ранее ускользала от моего обнаружения, кажется, была стерта. Твои силы поистине невероятны, брат Хан». Ничего особенного, просто мое духовное чувство немного сильнее, чем у среднего существа на стадии Великого Вознесения. Кроме того, духовное чувство этого истинного бессмертного, скорее всего, было сильно ограничено в этой области. «В противном случае я бы тоже не смог этого сделать», — ответил Хань Ли. Тем временем шестикрылая ледяная сороконожка все еще была полностью обездвижена, и его онемевшее лицо не могло выражать никаких эмоций, но в его глазах появился намек на удивление. Хань Ли повернулся к шестикрылой ледяной сороконожке и сказал: «У меня есть кое-что, что я хочу, чтобы ты сделал для меня. Если ты сможешь это сделать, я могу пообещать отменить контракт на кровь и предоставить тебе свободу. В противном случае, учитывая неравенство в нашем духовном смысле, тебе будет суждено быть совершенно бессильным против меня, если ты не вознесешься, чтобы стать бессмертным». Как только голос Хань Ли затих, он сделал ручную печать, и вспышка духовного чувства мгновенно вошла в тело шестикрылой ледяной сороконожки. В то же время звуконепроницаемый световой барьер окутал их обоих, и шестикрылая ледяная сороконожка почувствовала, как что-то шевельнулось в его сознании, после чего он смог восстановить контроль над собственным телом, но выражение его лица потемнело еще больше. «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» — спросил он холодным голосом. «Есть некоторые материалы, которые я не смог найти. Я хочу, чтобы вы искали их для меня в близлежащих королевствах. Если вы сможете собрать все в течение следующих 1000 лет, я выпишу контракт на кровь. Конечно, в качестве залога я могу сразу же стереть метку души, оставленную тебе этим истинным бессмертным. Кроме того, вы должны дать клятву трижды помогать человечеству в случае, если оно столкнется с какими-либо серьезными бедствиями», — спокойно сказал Хань Ли. «И это все». Шестикрылая ледяная многоножка была несколько ошарашена, услышав это. «Ты уже существо великой стадии Вознесения, так что было бы невозможно ожидать, что ты снова станешь моим духовным зверем. Я могу легко убить тебя, используя силу кровного контракта, но мне это ни в коей мере не выгодно», — беззаботно ответил Хань Ли. «Позвольте мне посмотреть список материалов, которые вы хотите. Что касается помощи вашей человеческой расе, я подумаю об этом после того, как выполню эту задачу», — сказала шестикрылая ледяная сороконожка. «Это не проблема. Однако я выполню кровавый контракт только после того, как ты дашь эту клятву», — сказал Хань Ли, взмахнув рукавом в воздухе, чтобы выпустить листок белого нефрита. Шестикрылая ледяная многоножка взяла нефритовый слип в свои руки, прежде чем прижать его к собственному лбу и вложить в него свое духовное чувство. В нефритовом листе было записано всего около дюжины материалов, но даже будучи существом великой стадии Вознесения, он не мог не сделать резкий вдох, увидев название этих материалов. Эти материалы не были теми, о которых ходили слухи, что они вымерли, но все они были чрезвычайно трудны для поиска и определенно заняли бы очень много времени, чтобы их отследить. После кратких подсчетов он обнаружил, что для того, чтобы отследить все при нормальных обстоятельствах, потребуется примерно полная 1000 лет. И если бы я согласился на это, у меня даже не было бы времени на культивацию. Мне придется потратить всю 1000 лет на поиски этих материалов», — холодно хмыкнула шестикрылая ледяная многоножка. «Значит ли это, что ты отказываешься? Не забывайте, что если бы не все те духовные лекарства, которыми я вас кормил, чтобы вы могли несколько раз успешно развиваться, вы бы ни за что не достигли интеллекта и не достигли своего нынешнего уровня», — сказал Хань Ли спокойным голосом, но угрожающая аура начала исходить от его тела. Холодок сразу же пробежал по спине шестикрылой ледяной многоножки, и он сказал: «Кто сказал, что я отказываюсь? 1000 лет ничто для таких духовных зверей, как я, это стоит того, если я смогу вернуть свою свободу». «Хорошо. В таком случае у нас беспроигрышная ситуация. Я удалю метку души с твоего тела, и ты сможешь уйти прямо сейчас.
«Если вы будете слишком долго медлить, я не могу гарантировать, что вы сможете покинуть это место живым», — сказал Ханли. Шестикрылая ледяная сороконожка слегка вздрогнула, услышав это, и он ответил: «Хорошо, я приду к тебе снова, как только соберу все необходимые материалы». Слабая улыбка появилась на лице Ханли, когда он услышал это, и он протянул палец, чтобы выпустить еще одну духовную нить чувств. Примерно через 15 минут шестикрылая морозная многоножка поднялась в воздух, прежде чем взмахнуть своими 6 крыльями, улетев вдаль в виде шара полупрозрачного света. «Брат Хань, ты серьезно говорил, что задержка нашего отъезда может привести к смерти?» Нерешительно спросила ледяная феникс, глядя на удаляющуюся шестикрылую ледяную сороконожку. «Конечно. Все, что останется в этом строе, будет уничтожено вместе с ним», сказал Ханли с насмешливой улыбкой, взглянув на охранников торговой гильдии поблизости. «Может быть, торговая гильдия планирует. Ты должен немедленно уйти и вернуться к человеческой расе, товарищ даосский ледяной феникс. Я вижу, что вы получили большую пользу во время своего путешествия, так что пока оставайтесь в человеческой расе и никуда не уходите, если это не необходимо, прежде чем вы достигнете стадии Великого Вознесения», сказал Ханли, оборвав ледяного феникса на полуслове. Ледяной феникс глубоко вздохнул и ответил: «Я понимаю. Ты явно подготовил контрмеры, но береги себя, брат Хань». После этого она сделала ручную печать и превратилась в ледяного феникса, который был более 100 футов в длину, затем взмахнула крыльями, прежде чем улететь в другом направлении. Почти в тот же самый момент раздался оглушительный грохот на расстоянии в несколько тысяч километров, и формирование белого света взорвалось бесчисленными пятнами белого света, вслед за которыми появился олень Ян. На нем был костюм из желтой брони, и, издав яростный рев, он помчался прямо к ядру формации, где находился Хань Ли, а вокруг него бушевали желтые ветры. Хань Ли смог увидеть, что происходит на расстоянии, используя свою способность духовного зрения, и он сделал ручную печать, чтобы снять звуконепроницаемый световой барьер, затем проинструктировал: «Оставайся здесь и охраняй ядро формирования, я скоро вернусь». После этого он поднялся в воздух в виде полосы лазурного света, летящей прямо к оленю Ян. При их невероятной скорости расстояние между ними было преодолено в мгновение ика, и олень Ян слегка запнулся при виде приближающейся полосы лазурного света, прежде чем на его лице появилось холодное выражение. Он резко выбросил вперед гигантскую руку, и огромная пушистая ладонь появилась из воздуха среди всплеска пространственных колебаний, прежде чем спикировать вниз, как молния, и поймать полосу лазурного света. Олень Ян пришел в восторг, увидев это, и немедленно усилил хватку, пытаясь раздавить полосу лазурного света. Однако прямо в этот момент полоса лазурного света превратилась в чрезвычайно похожего на жизнь лазурного змея, и бесчисленные полосыцы лазурного меча вырвались из тела змея в унисон. Гигантская желтая рука была мгновенно затоплена этой бурей меча и быстро разрезана на бесчисленные куски. Затем лазурный змей исчез во вспышке духовного света, и на его месте появился Хань Ли. Взгляд Хань Ли пронзил прямо сквозь желтые ветры, используя свою способность духовного глаза, и он сказал: «Я предполагаю, что ты собрат Дос Ян Олень. Кто ты и почему стоишь у меня на пути, несмотря на то, что знаешь, кто я? У тебя есть желание умереть». Ян Олень завопил свирепым голосом: «Я Хань Ли из человеческой расы, и я отвечаю за охрану этого ядра формирования. У меня нет никакого интереса сражаться с кем-либо, но я обязан держать тебя здесь», ответил Хань Ли со спокойной улыбкой. Хань Ли. Как смеет простой человек на великой стадии Вознесения, подобный тебе, проявлять такую наглость в моем присутствии? Олень Ян пришел в ярость, услышав это, и сделал глубокий вдох, чтобы вдохнуть весь желтый ветер вокруг себя, отчего его живот резко выпятился в гигантскую сферу. Затем он открыл рот, чтобы выпустить бесчисленные песчинки желтого песка, которые неслись к Хань Ли в яростной песчаной буре. Глава 2423. Убийство оленя Ян. Часть 2. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он увидел это, и он поднял руку, чтобы вызвать маленькую желтую тыкву, которую он немедленно бросил вперед. Тыква опрокинулась, и полупрозрачные руны на ее поверхности вспыхнули, после чего она мгновенно увеличилась примерно до размеров дома. Хань Ли указал пальцем на гигантскую тыкву, и внутри нее раздался громкий грохот, когда бесчисленные зерна прозрачного песка размером с горошину хлынули из ее отверстия. Это был никто иной, как зловещий золотой астральный песок, который Хань Ли добыл в царстве старшего дьявола. Песок взвился в воздух, прежде чем быстро размножиться, быстро образовав море песка. Сразу же после этого Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, и море полупрозрачного песка хлынуло прямо на оленя Ян. Две массивные волны песка яростно столкнулись, и раздался оглушительный скрежещущий звук, когда желтый и полупрозрачный свет переплелись.
Желтый песок постоянно менял форму, превращаясь в различные типы демонических зверей, когда он злобно рвался на противоположное море песка, но, казалось, волне прозрачного песка не было конца, и независимо от того, какую форму приняло море желтого песка, оно было способно измельчить каждую крупинку желтого песка, с которой оно соприкасалось. Таким образом, море желтого песка начало быстро уменьшаться, и всего за несколько вдохов оно уменьшилось менее чем наполовину от своего первоначального размера. Олень Ян был довольно удивлен, увидев это, но затем сразу же холодно хмыкнул, прежде чем сделать большой шаг вперед. Вспышка сильных пространственных колебаний разразилась, когда олень Ян преодолел расстояние в несколько тысяч футов, появившись прямо над Хань Ли. Затем он положил одну руку на другую, прежде чем силой столкнуть их вниз, как пару маленьких гор. Еще до того, как они достигли Хань Ли, два полупрозрачных слоя белого света появились над двумя ладонями, окутав Хань Ли взрывом вязкой удушающей силы. Хань Ли приподнял бровь, сделав движение, чтобы призвать лазурный длинный меч длиной в несколько футов, а затем рассек им воздух. Полоса лазурного света длиной более 100 футов вспыхнула в небесах, а затем с разрушительной силой ударила в белый свет. Раздался глухой удар, и полоска лазурного света была отброшена. Вместо того, чтобы встревожиться, увидев это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка, когда одна из его рук внезапно значительно утолщилась, а на ней появился слой пурпурно-золотистой чешуи. Затем он нанес сокрушительный удар вверх, и при виде этого на лице Яна Оленя появилась холодная улыбка, после чего в его гигантские ладони ворвались две вспышки огромной силы. В результате белый свет, исходящий от его рук, стал еще более ослепительным, а вязкая сила вокруг Хань Ли также стала более удушающей. Казалось, что олень Ян планировал одним махом раздавить Хань Ли в фарш. Как только хрупкий на вид кулак Хань Ли соприкоснулся с белым светом, по всему кулаку появилось образование, состоящее из бесчисленных серебряных узоров, после чего вспыхнула вспышка невероятно страшной силы. Раздался оглушительный грохот, и белый свет мгновенно рассеялся, в то время как две горные пальмы также были раздвинуты. Все тело Яна Оленя сильно содрогнулось от огромной силы удара, и он непроизвольно отступил на 10 шагов назад, прежде чем снова успокоиться, после чего бросил взгляд на Хань Ли с потрясением и яростью в глазах. Затем он издал низкий рев, прежде чем открыть рот, чтобы выпустить шар белого ветра диаметром около 10 футов, и шар ветра достиг Хань Ли в мгновение ока. Огромное давление ветра, создаваемое шаром ветра, заставляло окружающее пространство яростно визжать. Однако Хань Ли смог с легкостью отмахнуться от него своей пурпурно-золотой рукой, и шар ветра улетел вдаль, прежде чем взорваться в сверкающем белом солнце, выпустив такие мощные ударные волны, что все в радиусе около полукилометра было стерто с лица земли. Выражение лица Яна Оленя потемнело еще больше, когда он увидел это. Прямо в этот момент Хань Ли сделал ручную печать, и яркий пурпурно-золотистый свет залил все его тело. Как только пурпурно-золотой свет померк, на месте Хань Ли появилось существо, похожее на дьявола, с 3 головами и 6 руками. Все тело существа было покрыто пурпурно-золотой чешуей, и на каждой из 3 его голов был рог. Страшное существо бросило холодный взгляд на оленя Ян, прежде чем шагнуть к нему, и с каждым шагом его тело резко увеличивалось в размерах. Пройдя всего около дюжины шагов, он расширился и стал не меньше по размеру, чем олень Ян. Это моя самая мощная форма, и здесь начинается настоящая битва. Интересно, сколько атак ты сможешь отнять у меня, сказал Хань Ли, когда зеленый свет вспыхнул в одной из его рук, и появился темно-зеленый деревянный меч. Всего лишь легким взмахом меч послал во все стороны всплеск колебаний закона, и сердце Яна Оленя немедленно упало, когда он определил истинное дьявольское телосложение Хань Ли и глубокое небесное сокровище. В другом месте, в багровом огненном облаке, которое охватывало область радиусом около 10 километров, полосы серебряного меча проносились по воздуху среди грохочущих раскатов грома. Внезапно вся ци меча сошлась, образовав массивный серебряный меч, который был более 10 тысяч футов в длину над огненным облаком, прежде чем рубануть вниз. В то же время змея с малиновыми щупальцами по всему телу вылетела из огненного облака с громовым ревом, прежде чем выпустить шары молний из своей пасти в сторону гигантского серебряного меча. Меч мгновенно превратился в барьер из серебряного меча, который появился под змеем, прежде чем разрезать все огненное облако пополам. Сразу же после этого гигантский меч исчез, и на его месте появился обычный человек в сером одеянии. Мужчина был весь в поту, и почти половина его тела исчезла. Поперечное сечение раны было полностью обугленным, из него не вытекало ни капли крови, и он смотрел на совершенно неподвижного змея наверху с намеком на затяжной страх в глазах. Это зверь с огненными усами, священное существо среди зверей, наделенных свойствами огня. Должно быть, и его привел в это царство тот истинно бессмертный. Жаль, что это всего лишь марионетка без всякого разума. В противном случае, я бы ни за что не смог победить его, если бы не использовал свои 9 искусств, побеждающих дух скорби. Даже если так. Мужчина в сером взглянул на свое собственное тело, которое не проявляло никаких признаков выздоровления, несмотря на секретную технику регенерации, которую он использовал, и на его лице появилась кривая улыбка.
Прямо в этот момент гигантский змей наверху содрогнулся, прежде чем разлететься на бесчисленные куски, посылая волны багрового пламени, проносящиеся по площади во всех направлениях. Человек в сером был очень встревожен, увидев это, и он немедленно снова превратился в массивный серебряный меч, прежде чем вырваться из моря пламени. Только по прошествии полных 15 минут багровое море пламени постепенно стихло, прежде чем окончательно погасло. В этот момент человек в сером снова появился на том месте, где когда-то находился змей, и выражение его лица значительно потемнело, когда он огляделся и обнаружил, что там ничего не осталось. Помедлив мгновение, он печально вздохнул, прежде чем улететь, как полоска света. Хо Сюзи потерпел неудачу. «Это очень неожиданно», — пробормотал Малян себе под нос с удивленным выражением лица. Ты не хочешь отменить ограничение души на моем теле, поэтому я не могу высвободить даже 10-ую часть своей силы. В противном случае, как кто-то из этого Нижнего Царства мог победить меня?» Резкий голос внезапно раздался в ответ из соседнего пространства. Сразу же после этого несколько малиновых огненных шаров размером с яйцо появились примерно в 10 футах перед Маляном, затем сошлись, образовав маленькую малиновую гуманоидную фигуру, которая бесстрастно оценивала Маляна. Я бы ни за что не стал отменять ограничения в этом царстве, и я бы не пошел на такой риск, по крайней мере, до тех пор, пока не вернусь в царство истинных бессмертных. Вы должны быть рады, что вам удалось временно прийти в сознание. Тем не менее, я собираюсь снова усыпить твою душу прямо сейчас. С твоей силой одного твоего бессмертного тела будет достаточно, чтобы поддержать меня, холодно хмыкнул Малян, затем открыл рот, чтобы выпустить вспышку золотого света. Как только золотой свет соприкоснулся с багровой фигурой, холодный взгляд в ее глазах исчез и сменился совершенно деревянным выражением. Затем Малян взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить несколько золотых талисманов, все они прилипли к телу малиновой фигуры. Сразу же после этого он вытащил синюю нефритовую шкатулку, и после того, как крышка была снята, из коробки вырвался поток белой ци, прежде чем втянуть в нее малиновую фигуру. После этого Малян убрал нефритовую шкатулку, прежде чем поднять глаза к небу, на котором его брови слегка нахмурились. Вокруг него все еще бушевало несколько сражений, и в этот момент 8 кровавых драконов с 5 когтями и 4 кровавых гиганта были полностью вытеснены на заднюю ногу. Более того, они были вынуждены отступить обратно к реке крови противостоящими существами великой стадии Вознесения, и они едва могли удержаться на ногах, полагаясь на бесконечный запас энергии, поступающий в их тело из реки крови. Однако было ясно, что они долго не протянут. Малян быстро осмотрел все сражения, происходящие вокруг реки крови, затем повернулся к световому экрану размером с ладонь прямо рядом с ним. На экране было изображено гигантское дьявольское существо с 3 головами и 6 руками, держащее в одной руке огромный темно-зеленый меч, а в другой половину массивной туши зверя. Это глубокое небесное сокровище, которым владеет кто-то с истинно дьявольским телосложением. Я не думал, что со стражами ядер формирования будет так трудно иметь дело. Похоже, у меня нет другого выбора, кроме как снова снять печать себя. Видя, что я уже нашел свою цель, мне больше не нужно сдерживаться, пробормотал Малян себе под нос, прежде чем перевернуть руку, чтобы вызвать мерцающий золотой талисман. Глава 2424. Истинное бессмертное тело. Часть 1. На поверхности золотого талисмана, который непрерывно извивался и извивался, как будто это было живое существо, сверкали бесчисленные крошечные золотые руны. Малян долго колебался, нахмурив брови, прежде чем мягко взмахнуть золотым талисманом с решительным выражением лица. Золотой талисман вспыхнул, прежде чем взлететь, как длинная полоса золотого света, прежде чем вращаться вокруг Маляна. В то же время Малян сделал быструю цепочку ручных печатей, произнося заклинание. Черно-белая ци вырвалась из его тела в унисон, и он начал испускать чрезвычайно страшную ауру, которая становилась все более и более грозной. В мгновение эко-аура стала настолько мощной, что даже окружающее пространство сильно задрожало. Как будто аура такого калибра не должна была появляться в царстве духов. За пределами реки крови Инганцзы только что уничтожил кровавого змея, с которым он снова столкнулся, используя сотни серебряных сокровищ, похожих на копья, и на его лице появилось торжествующее выражение. Однако в следующее мгновение выражение его лица резко изменилось, когда он поспешно перевел взгляд на реку крови. Другие существа великой стадии Вознесения также почувствовали страшную ауру в реке крови, и их атаки замедлились, когда они также обратили свое внимание на реку крови с встревоженными выражениями. Что касается Миндзуна, который наблюдал за всем полем боя, он не был слишком удивлен или встревожен, чтобы почувствовать эту ауру. Напротив, его глаза слегка сузились, когда на его лице появилось выжидательное выражение. Внезапно рядом появилось световое образование, вслед за которым появился Сюань Цзюлин с неестественно бледным цветом лица.
Мин Цзун повернулся к Сюань Цзюлиню, чтобы обнаружить, что почти половина его тела отсутствует, и на его лице появилось удивленное выражение, когда он спросил, что случилось. «Похоже, битва пошла не по твоему плану. Тебе удалось убить эту тварь». Эта тварь была легендарным священным существом среди огненных зверей. К счастью, это была всего лишь бесчувственная марионетка, так что я смог вернуть ее живой. «Будьте уверены, он уже убит, и ядро формирования в порядке, так что ваш план не пострадает», — ответил Сюань Цзюлин. «Я понимаю». Как и ожидалось от истинного бессмертного, рядом с ним был такой могущественный дух зверя. «Подожди, ты ведь не использовал свои 9 искусств по уничтожению духа скорби, не так ли?» Поспешно обеспокоенно спросил Мин Цзун. «Конечно, нет, это наш единственный шанс убить этого истинного бессмертного. Если бы я использовал его, я бы не оказался в таком плачевном состоянии», — ответил Сюань Цзюлин с кривой улыбкой. «Приятно это слышать. Этот истинно бессмертный, похоже, начал снимать свою печать, так что тебе скоро придется нанести удар. Прими эту таблетку исходной воды прямо сейчас, она должна быть несколько эффективна для заживления твоих травм», — сказал Мин Цзун, взмахнув рукавом в воздухе, чтобы выпустить синюю таблетку. «Спасибо, эта таблетка исходной воды действительно будет полезна для моего выздоровления», — сказал Сюань Цзюлин, поймав таблетку, прежде чем проглотить ее сразу. После этого он сел на место, скрестив ноги, и начал медитировать. В следующее мгновение слой слабого голубого света появился над его раной, медленно очищая обугленную плоть, прежде чем появились бесчисленные малиновые нити, прежде чем быстро переплетаться, образуя новую плоть. Мин Цзун был очень доволен, увидев это, и он снова перевел взгляд на реку крови вдалеке. Внезапно вся река крови начала бурно бурлить, вслед за чем одна гигантская волна за другой накатывала. Под влиянием реки крови 8 кровавых драконов и 4 кровавых гиганта также стали намного сильнее, что позволило им противостоять 4 мифическим черным зверям и противостоящим существам стадии Великого Вознесения. В этот момент устрашающая аура внутри реки крови достигла чрезвычайно тревожного уровня. Наверху раздался громкий раскат грома, и появилось радужное облако, полностью игнорирующее ограничения биполярного образования разрушения, поскольку оно быстро расширялось, охватывая всю точку зловещего крика в мгновение ика. Затем радужное облако начало вращаться, и внутри него среди грохочущих раскатов грома вспыхнули дуги пурпурно-золотых молний. В реке крови глаза Маляна уже были закрыты, и бесчисленные пурпурно-золотые руны внезапно появились вокруг него, прежде чем превратиться в пурпурно-золотые цепи, которые устремились к его телу. Золотой талисман, который летал вокруг Маляна, внезапно взорвался, посылая бесчисленные нити золотого света во все стороны, образуя сеть, которая охватывала все близлежащие пурпурно-золотые цепи. В то же время макушка головы Маляна открылась, выпустив миниатюрную золотую фигурку, которая бесстрастно махнула рукой в сторону пурпурно-золотых цепей. Цепи немедленно превратились в полосы золотого света, которые устремились к голове Маляна, прежде чем исчезнуть в мгновение ика, и миниатюрная золотая фигурка также вернулась к голове Маляна. После этого страшная аура, исходящая от тела Маляна, внезапно исчезла, и он медленно открыл глаза, когда на его лице появилась холодная улыбка. В небе раздался еще один взрыв грохота, и радужное облако и пурпурно-золотистая молния мгновенно исчезли. Всего за несколько вдохов все пришло в норму, как будто всем была продемонстрирована не более чем иллюзия. Инь Гангзи и другие не могли видеть превращение Маляна, поскольку он находился в реке крови, но исчезновение этой страшной ауры принесло огромное облегчение всем, и они немедленно возобновили свои атаки. В этот самый момент Малян поднял руку и указал пальцем вперед, сразу после чего 8 кровавых драконов и 4 кровавых гиганта заревели в унисон, прежде чем бесчисленные белые трещины появились по всему их телам. Внезапно 12 существ взорвались черной кровью, которая дождем полилась сверху, заполнив все это пространство. Инь Ганцзы и другие, естественно, были очень встревожены этим и немедленно приняли меры уклонения. Тем временем 4 мифических черных зверя исчезли на месте в виде шлейфов черного тумана. Однако кровавая буря охватила очень большую территорию, и она обрушилась без какого-либо предупреждения, поэтому мужчина в черных доспехах и женщина в роскошном платье не смогли достаточно быстро уклониться и были захвачены бурей. Их сердца сразу же упали, увидев это, и похожие на серебряные пластины сокровища, парящие вокруг человека в черных доспехах, мгновенно превратились в несколько слоев серебряных барьеров вокруг него по его приказу. В то же время его тело расплылось и превратилось в мутно-серую тень. Тем временем женщина в роскошном платье сделала ручную печать, и декоративные бусины в ее волосах выстрелили десятками защитных сокровищ, образуя ряд защитных ограничений над ней. В то же время лазурные руны всплыли на ее роскошном платье среди вспышек духовного света, образуя дополнительные защитные образования вокруг нее. Перед лицом этой кровавой бури они оба приняли свои самые эффективные защитные меры. В следующее мгновение на них двоих упало около 100 капель кровавого дождя.
Как только этот кровавый дождь соприкоснулся с защитными световыми барьерами, образованными противоположными защитными сокровищами, они смогли мгновенно пронзить их, прежде чем достичь пары существ великой стадии Вознесения. Тут же раздались два мучительных крика, и оба они вылетели из кровавой бури в виде полос света. Однако, как только они, спотыкаясь, вышли на открытое место, все остальные сразу же резко вздохнули, увидев их. Половина лица человека в черных доспехах исчезла, открыв жуткий череп, который светился слабым серым светом, представляя собой очень тревожное зрелище. Что касается женщины в роскошном платье, ее лицо осталось невредимым, но одна из ее рук полностью исчезла. Что за нападение этот кровавый дождь? Как это может быть так страшно? Воскликнула госпожа Вулин. Все остальные тоже были очень встревожены, увидев это. Мин Цзун возник над всеми среди всплеска пространственных колебаний, а затем мрачно сказал: «Похоже, это сила крови происхождения, которую могут достичь только те, кто развивает искусство до крови до крайности, и говорят, что всего лишь капля этой крови может пронзить целые горы и океаны». Глядя на это сейчас, эти легенды, безусловно, не преувеличивали. Сила крови происхождения. Хе-хе, эта кровь и близко не такого уровня. Это всего лишь немного духовной крови, которую я собрал и очистил, и она далека от того, чтобы стать силой крови истинного происхождения. Холодный голос раздался из реки крови, после чего река расступилась, открыв Маляна с холодной улыбкой на лице. Все существа великой стадии Вознесения немедленно посмотрели на Маляна, и зрачки Мин Цзуна слегка сузились, но выражение его лица оставалось спокойным, когда он спросил: «Ты действительно спустился из истинного царства бессмертных?» «Это верно. Я уже обрел истинное бессмертное тело бесчисленное количество лет назад, и если бы не порученная мне задача, я бы ни за что не посетил такое незначительное царство, как это», — ответил Малян. Мысли Мин Цзуна лихорадочно метались, но выражение его лица оставалось неизменным, когда он спросил: «Не могли бы вы рассказать, в чем заключается эта задача, товарищ Даос?» «В этом нет необходимости. Я уже на пороге завершения задания. Все, что мне нужно сейчас сделать, это убить вас всех и расчистить себе путь. «А теперь позвольте мне отправить вас всех в путь», — сказал Малян холодным голосом, и прежде чем кто-либо из существ великой стадии Вознесения смог ответить, он внезапно сделал странного вида печать рукой. Глава 2425. Истинное бессмертное тело. Часть 2. Золотые и голубые руны немедленно вырвались из его тела в неистовстве, после чего вспыхнул яркий золотой свет, прежде чем появился слой синего пламени, из которого затем появились пятнышки золотого света. Таким образом, золотой свет и голубое пламя переходили друг от друга снова и снова, мгновенно образуя бесчисленные слои на теле Маляна. Переходы происходили так быстро, что даже все существа великой стадии Вознесения изо всех сил старались не отставать от своих глаз. Настороженные взгляды сразу же появились на лицах всех, и холодный взгляд также промелькнул в глазах Мин Цзуна. Прямо в этот момент свет вокруг тела Маляна приобрел мерцающий золотистый цвет, и он сделал шаг вперед, после чего его тело увеличилось в несколько раз по сравнению с первоначальным размером, превратившись в золотого гиганта высотой более 10 тысяч футов. В то же время он сделал ручную печать, и золотые узоры духа появились по всей его коже, в то время как бесчисленные пятна золотого света появились в окружающей области. Внезапно еще один всплеск силы законов заполнил все небо, и он столкнулся с силой законов биполярной формации разрушения. В результате формация пришла в полный беспорядок, и не только большая часть ее силы была сведена на нет, а она едва могла держаться вместе. Это царство духов. Как он может высвободить область духа в этом царстве? Это невозможно. Как он может сделать это перед лицом ограничительной власти этого царства? Воскликнула госпожа Вулин с недоверчивым выражением лица. Инь Гангзи и другие, естественно, также опознали эту область духов, и на всех их лицах появились испуганные взгляды. Тот факт, что Малян смог раскрыть эту способность, указывал на то, что он уже вернулся на вершину своих сил и больше не был ограничен властью этого царства. Все присутствующие на великой стадии Вознесения существа были очень горды, но в глубине души они знали, что не могут бороться с неограниченным истинным бессмертным. Хе-хе, это не настоящее царство духов. Сказав это, вы скоро сможете стать свидетелем моего духовного царства. Если у вас остались какие-то козыри, используйте их сейчас. В противном случае у тебя больше не будет никаких шансов, сказал золотой гигант ракочущим голосом. Сразу же после этого он указал пальцем в небо, и золотой столб света вырвался из кончика его пальца, прежде чем исчезнуть в небесах в мгновение ока. В следующее мгновение все пространство сильно задрожало, и пятнышки золотого света взорвались, осветив все небо сверкающим золотым светом. Земля внизу тоже сильно задрожала, когда открылась серия золотых разломов, и один золотой вулкан за другим быстро выходил из разломов. Золотая лава хлынула в бешенстве, и в мгновение ока весь мир, казалось, превратился в золотое море.
У всех сразу же еще больше упали сердца, когда они увидели это. Выражение лица Мин Цзуна также значительно потемнело, но он тут же закричал: «Не нужно бояться, товарищи даосы». Я не знаю, как он может высвободить эту духовную область, но он никак не сможет поддерживать ее слишком долго. В противном случае он бы выпустил его сразу, а не тратил все это время впустую. Все остальные сочли это вполне разумным анализом, но они все еще колебались, когда переглянулись друг с другом. Тем временем золотой гигант неподвижно стоял на месте с закрытыми глазами, казалось, черпая свою магическую силу. В то же время золотой домен расширялся во всех направлениях со скоростью, которая была заметна даже невооруженным глазом, заставляя всех бросаться назад в отступлении в страхе быть захваченными в области духа. Инганзи успокоился, прежде чем передать свой голос Мин Цзуну. «С его нынешней силой мы можем легко погибнуть в любой момент, если вступим с ним в бой. Не пора ли тебе вытащить еще несколько козырей, брат Мин? Только не говори мне, что это биполярная формация — единственный козырь, который ты приготовил. Будьте уверены, товарищ Дао Синь, я не буду просто стоять сложа руки и смотреть, как он делает, что ему заблагорассудится. Я подготовил 2 контрмеры против доменов духов, и я бы не просил вас отдавать свои жизни даром», — ответил Мин Цзун. Как только его голос затих, он сделал глубокий вдох, прежде чем запечатать руку, и в общей сложности 81 черный хрустальный шар вылетел из его рукавов, прежде чем вращаться в воздухе и расцвести, как гроздь гигантских черных цветов. Затем эти черные цветы образовали массивное образование черного света, которое в безумии расширилось, чтобы охватить всех существ в великой стадии Вознесения, и оно сдерживало золотой свет, излучаемый из области духа, не позволяя ему расширяться дальше. В то же время черные руны непрерывно вспыхивали в формации черного света наряду со вспышками буддийских песнопений, которые поражали слушателя чувством неописуемого комфорта и очарования. Женщина в роскошном платье была одновременно ошеломлена и в восторге, увидев это. Это владение буддийского речного рая. Разве это не величайшее буддийское защитное сокровище? Как это оказалось в ваших руках? Хе-хе, наша торговая гильдия получила это сокровище случайно. Это не может сравниться с владениями духа истинного бессмертного, но пока этого будет достаточно, чтобы защитить всех нас. Если этого недостаточно, у меня есть еще одна мера в рукаве, ответил Мин Цзун. После короткого мгновения размышления на изуродованном лице человека в черных доспехах появилось решительное выражение, и он сказал: «В таком случае я останусь и рискну, ради шанса убить этого истинного бессмертного стоит рискнуть». Я тоже останусь, но если окажется, что мы не ровнее этому противнику, то я не собираюсь оставаться здесь и попусту растрачивать свою жизнь, холодно сказала госпожа Вулин. Инганзи и остальные хранили молчание, но было ясно, что они также планировали проверить силу этой духовной области, прежде чем принять свое решение. Мин Цзун, естественно, знал, о чем все они думали, и он передал свой голос всем. «Будьте уверены, товарищи даосы, если окажется, что мы не ровнее этому истинному бессмертному, тогда я не буду никого из вас заставлять оставаться здесь. Однако не забывайте о коллеге даосе Сюань Цзюлине. Все, что нам нужно сделать, это создать хорошую возможность для брата Сюаня нанести удар, и есть очень хороший шанс, что он сможет убить этого истинного бессмертного». Сердца всех слегка дрогнули, услышав это. Сюань Цзюлин был чрезвычайно известным могущественным существом, убившим 9 истинных духов, и тот факт, что он постоянно скрывался в тени, вселял в каждого некоторую уверенность. Как раз в этот момент золотой гигант открыл глаза. Его магическая сила, наконец, была преобразована в бессмертную духовную силу, что позволило ему раскрыть некоторые истинные бессмертные секретные техники. Без ведома своих противников он не собирался нападать на них со своей духовной областью. Для бессмертного область духа могла использоваться в бою как нечто похожее на связанную способность, но ее основной целью было помочь человеку в их культивировании. Как таковой, он вообще не планировал использовать его для прямой атаки. С учетом этого на лице Маляна появилась холодная улыбка, и он сделал хватательное движение в сторону реки крови внизу. Раздался взрыв громкого грохота, и река крови сошлась, образовав массивную угловатую печать. Вокруг печати горело багровое пламя, и на ее поверхности было бесчисленное множество изображений различных существ, выгравированных на ней. Все эти изображения были чрезвычайно живыми, как будто они были живыми существами, и они представляли собой очень тревожное зрелище. Это было не что иное, как печать крови мириадов духов, которая, наконец, была успешно очищена после того, как бесчисленные живые существа были принесены в жертву. Обладая своей бессмертной духовной силой, Малин теперь мог высвободить большую часть силы сокровища, и даже если бы ему пришлось убить обычного истинного бессмертного, это было бы для него простой задачей. Таким образом, было полным перебором использовать эту печать на противниках такого низкого калибра, и он тратил много необходимой силы, но у него не было выбора, если он хотел немедленно закончить эту битву и убедиться, что никто из его противников не сбежал.
Имея это в виду, Малян в бешенстве вложил большую часть своей бессмертной духовной силы в гигантскую печать, прежде чем швырнуть ее в воздух. Внезапно алая печать исчезла среди грохочущего грохота, и в следующее мгновение облако кровавого тумана появилось над образованием черного света среди вспышки сильных пространственных колебаний. Затем в тумане появилась гигантская малиновая печать, и все изображения на ее поверхности проявились как проекции. Массивная печать начала медленно опускаться сверху, и пространство внизу начало сильно дрожать и деформироваться. Образование черного света также было искажено силой печати, и 81 черный хрустальный шар внутри него взорвался один за другим. В результате образование черного света мгновенно исчезло, к большому удивлению Миндзуна и других, которые готовились к атаке. «Беги!» — крикнул кто-то, и все немедленно разбежались, как полосы света в разных направлениях, но они прошли всего несколько сотен футов, прежде чем сверху раздался оглушительный грохот. Взрыв огромной силы внезапно обрушился на пространство в радиусе сотен километров, заставив полосы света упасть с небес и вернуться к своим первоначальным формам. Таким образом, все существа великой стадии Вознесения были вынуждены появиться снова, и у всех у них были испуганные выражения лиц.